Андрей в онлайне, прям, я смотрю, ты сегодня самый активный участник у нас. Давай, Андрей, тебя послушаем, пока микрофон передаю. Не, просто тема очень близкая. У меня же проект экосистемы именно для легкой промышленности, поэтому меня зацепило. Жги, Я жги. постараюсь короткими вопросами. Значит, первое, как вы планируете, ну, во-первых, какая технология там лежит, там нейронка или у вас где-то куча индусов на кнопку жмакает, какой лук к какому? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как вы намерены решать проблему курицы и яйца? У вас сейчас нет товаров, соответственно, нет клиентов. Придут клиенты, не увидят товаров, уйдут. Производители не приходят, пока нет клиентов. Вот как вы планируете решать этот вопрос? Ну, собственно, первая технология, второе сама нейронка, если там нейронка. Спасибо. Касательно технологий, да, при формировании ленты у нас используются нейросети. Мы просматриваем, получаем доступ к тому, сколько пользователь просматривает тот или иной лук. Мы понимаем, сколько он, в принципе, луков отлистал, и мы видим все его параметры, и на основе этих данных составляем непосредственно ленту. А касательно второго вопроса, он решается следующим образом. У нас уже есть система, грубо говоря, монетизации самих пользователей. Пользователи могут у нас составлять луки за небольшие суммы. В среднем это сумма около 10-15 долларов. То есть непосредственно пользователь, если у него есть хорошее чувство вкуса, он может прийти в любой магазин, составить непосредственно лук и тем самым заработать денег. У нас контент, у них деньги. Вот. Ну и на текущий момент у нас уже большинство пользователей выполняет эти задания не за деньги. У нас уже есть некоторая аудитория. На текущий момент это более 6000 пользователей органических. Неорганических пользователей у нас пока что нет, потому что мы никак не рекламировались. Вот. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Виталий, я вижу, у тебя поднята рука. Давай тебя тоже послушаем. Привет, Виталий Винко. Изучали ли вы, что делают конкуренты, когда они заходили на площадки хотя бы российских маркетплейсов типа Ламоды? Да, мы изучали конкурентов. Касательно Ламоды, непосредственно конкретно луков они не подбирают. И опять же, мы сталкиваемся с проблемой, которую я озвучил в самом начале, то, что Ламода не знает параметров пользователя. Никто из пользователей, не знаю, по крайней мере, я таких точно не встречал, кто бы заполнял все свои параметры на каком-то сервисе. То есть в основном ты, если приходишь на Ламоду, ты приходишь конкретно за конкретной вещью, ты один раз выставил какие-то параметры, нашел нужную тебе вещь, и все. На этом все. Опять же, то, что на Ламоде профессиональные нормальные модели, а у нас луки публикуют непосредственно пользователи с абсолютно разной комплекцией. Нет какого-то единого идеала, все люди разные, все публикуют разные луки. Тогда дополнительный вопрос. Есть ли сейчас на Ламоде или подобном, соответственно, маркетплейсе сервис онлайн-примерочный? Если вы его не заметили, как вы думаете, почему его отключили? Повторите, пожалуйста, не совсем расслышал. Есть ли, по вашему исследованию, на той же Ламоде сервис онлайн-примерочный? Есть Если онлайн-примерка, насколько я да. знаю, обуви. Мгм. И это же не совсем то же самое. То есть здесь вы можете смотреть непосредственно комплексные, сложные луки, которые вы можете подобрать специально для мероприятия. Не конкретную вещь, которую вы где-то увидели, а конкретные сложные луки. Вы смотрите, листаете ленту, условно, как в Инстаграме, нажали кнопку «Купить», купили, и все у вас замечательно. Спасибо. А можно маленький Спасибо. уточняющий вопрос? Да-да. Смотрите, я насколько понял, у вас любой пользователь может составить луки, и на основании данных пользователей обучается нейронка. Но нет ли здесь риска того, что эти пользователи, они не квалифицированные стилисты, и нейронка будет построена на базе неправильных мнений? На текущем этапе у нас
практически все луки проходят модерацию. То есть модерацию непосредственно нашей команды. Мы отсматриваем, у нас есть в команде несколько стилистов, которые отсматривают все эти луки, и если этот лук выполнен непосредственно за деньги, то принимается решение, платить эти деньги или нет, потому что за некачественный лук деньги не платятся. Это во-первых. Во-вторых, если лук выкладывается не за деньги, то мы просто не отдаем его нейросети, если Спасибо. он некорректный. Спасибо, спасибо, коллеги из Zoom. Пожалуйста, вопросы из зала. Да, я прошу прощения. Еще у Славы Дерновского был вопрос, он давно с поднятой рукой сидит, Да. давайте его тоже послушаем. С поднятой не протянутой, всем привет. Да, я просто подытожу, что коллеги говорили, что есть опасения с go-to-market, да, там есть все-таки и серия нюансов, как чисто маркетинговых, так и технических. Вот. Наверное, выскажусь просто, чтобы времени не занимать. Внимательнее пропишите эту историю, чтобы вы доносили, этих опасений не возникало. Так. Да, учтем. Спасибо, что... Извините, коллеги, я еще добавлю. В начале года было 2 или 3 проекта, которые пытались выпихнуть за счет онлайн-примерочной одежды в полноростовой, истории плагины, которые уже существуют там, для обуви и для одежды. Почему я за Ламоду зацепился? На ней. С Ламода потихонечку эти плагины снялись, там стартапа поплохело, сибирячек в Сингапуре. С обувью эта штука осталась. И вся история про интеграцию, она, собственно, стала исходить из того, что довольно тяжело пользователей самой платформы заонбордить на какой-то чужой плагин. Даже если он очень быстро устанавливается там, в браузере, буквально в пару кликов. Поэтому нужен, наверное, более понятный путь Customer Discovery, когда именно клиент, вы рассказываете, как клиент обнаруживает ваш продукт в случае, если ваш основной контрагент – большая площадка. Вот этого я пока не услышал. Да? То есть либо вы еще не понимаете, какие у вас там будут ограничения, либо вы про них знаете, но что-то там пока не проговаривает. Поэтому проговорите, снимите эти страхи. Виталий, спасибо, Наверное, я не полез, совсем ты понимаю. все-таки не смог не сказать. Да. Спасибо. Наверное, я не совсем понимаю ваш вопрос. Можно как-то повторить его? Для примерки. Идеологически на платформе. Да, на платформе типа большого маркетплейса одежды или на платформе конкретной фабрики брендов. Inditex и же с ним. То есть, грубо говоря, в их интернет-магазинах вы испытываете прямую конкуренцию. Вот. Вопрос. Вы встаете к ним, как решение технологическое, да, в каком-то виде? Если встаете, то пользовательский путь вы себе представляете или нет? На текущий момент наша, в принципе, модель монетизации заключается именно в непосредственном пересылке пользователя на сайт производителя. В дальнейшем система монетизации может эволюционировать в полноценный маркетплейс, где мы будем брать непосредственно комиссию с продажи. То есть сейчас у вас CPC, по сути дела. По сути, да. По сути, да. Коллеги из Zoom, спасибо большое за вопросы. У нас еще вопрос от эксперта в зале. Скажите, пожалуйста, кто ваш клиент сейчас? Для кого вы разрабатываете продукт? На текущий момент нашим клиентом являются простые люди, которые просто хотят нормально одеваться. То есть проблема в чем заключается, что люди по большей части не знают, что одеть, и поэтому они ходят в худи. Смотрите, то есть, получается, ваш клиент, конечно, это розничный покупатель, правильно? А как вы будете получать товары для того, чтобы представить клиенту? Вот, как раз то, что я говорил, на текущий момент наша модель монетизации заключается в том, что человек из нашего сервиса кликает по кнопке «Купить» и переходит на сайт производителя товара. То есть непосредственно условно, если вы увидели где-то на луке там хорошие штаны из Зары,
вы, переходя по кнопке «Купить», попадаете на сайт Zara. Вот. А в дальнейшем мы можем эволюционировать в полноценный маркетплейс с полноценной доставкой, полноценной покупкой непосредственно внутри нашего сервиса. Еще у меня второй вопрос. То есть, точнее к этому вопросу, то есть, получается, я как покупатель должен прийти к вам в приложение, найти штаны Zara и потом перейти на сайт Zara. Чем для меня будет настолько привлекательно ваше приложение, кроме автопримерки, почему я должен пойти в него, которого там порядка 100 там, отзывов, я посмотрел сейчас, против того, что я сразу пойду на сайт Zara, который знает весь мир? Здесь преимущество наше в том, что мы публикуем полноценные луки. Zara полноценные луки, как правило, не публикует, и у нас сильно больше контента не от одного бренда. То есть у нас есть сложные комплексные луки. Если вы условно нашли классные штаны в Zara, классные кеды у Конверсов, еще что-то, и вы можете сразу это все купить, у вас открывается группа вкладок, и сразу вы оплачиваете, у вас идет доставка. Да, я вижу много вопросов. Очевидно, значит, проект зацепил. Вот. Но я предлагаю все-таки обсудить это face-to-face в кулуарах, либо после мероприятия. Плюс у нас в 6 вечера будет полчаса свободного микрофона здесь, где вы зададите еще раз все ваши вопросы. Спасибо большое.